Тьма не всегда означает зло, а свет не всегда несет добро. Филлис и Кристин Каст. В черном-черном городе, на черной-черной улице стоит черный-черный дом. В черном-черном доме есть черная-черная комната, и бродят черные-черные тени. Винс помнил такие детские страшилки. В детстве их рассказывали у костра или под одеялом, но и рассказчик, и слушатели знали – они нереальны. Но однажды Винсу пришлось столкнуться с ужасом черного дома лицом к лицу, когда он приобрел старый заброшенный особняк, расположенный в тихом и неприметном на первый взгляд Глиммербруке. Это Глиммербрук. Небольшой город, в лоне которого таится незримая сила. Испокон веков, когда Глиммербрук еще был деревней, здесь происходили чудеса, а колдуны со всего света стекались сюда в надежде отыскать источник могущества. Однако мало кто знает, что однажды в Глиммербруке открылись врата в темный потусторонний мир, и демоны полезли из преисподней. Врата эти открыла та, кого впоследствии назвали ведьмой и сожгли на священном костре Инквизиции. Однако она была больше, чем просто ведьма. В современном мире прогресса, суеты и суматохи, все постоянно куда-то спешат, погруженные в свои заботы, что забывают остановиться хотя бы на миг и насладиться ускользающим временем. В развивающемся мегаполисе, среди городских каменных джунглей, мало кто верит в потустороннее зло, а оно, пользуясь такой недоверчивостью, каждый раз наносит удар. Оно обитает во тьме, в темных переулках, в пропахших сыростью подвалах. Оно живет в местах, где людей одолевают страсти, зная, что именно там их проще всего совратить. Винс тоже был недоверчив, пока не узнал, что в мире есть места, где зло наиболее активно. Именно там находятся незримые врата в мир темных и опасных сил. И это история одного из таких мест. Если возвратиться на несколько столетий назад, то можно увидеть, что люди в те времена были более суеверны. Они развешивали на окнах обереги от сил зла, Рассыпали соль у порога, чтобы в дом не проникли бесы. заваливали камнями могилы, чтобы упыри не выбрались наружу. Агнеса тоже жила в постоянной вере, что в мире существует нечто опасное. Поэтому, как и другие, старалась сохранить благочестивость в глазах жителей Глиммербрукской деревни и не поддаться дьявольским искушениям. А достичь этого можно было лишь работой. Поэтому ранним утром она прибиралась в доме, Стирала одежду, ухаживала за домашней скотиной, и отправлялась на рынок, где продавала дары, щедро предоставленные вспаханной землей и полученные в результате домашних забот. Дом ее был невелик и уже изрядно обветшал после гибели мужа, но все-таки Агнеса старалась поддерживать в нем порядок. К тому же она приучала и дочь, Лидию, которую растила одна. А вечерами Агнеса, заперевшись в подвале, создавала отвары и зелья. Именно с их помощью урожай на ее земле зрел быстрее обычного. Овощи и фрукты были сочными, а скотина в избытке давала молоко и шерсть. Агнеса настрого запретила дочери говорить об этом месте кому бы то ни было, чтобы Инквизиция, добравшаяся до Глиммербрука, не сочла ее ведьмой.
Однажды Агнесса, собирая в лесу травы, наткнулась на вход в пещеру. Внутри царила беспросветная мгла. Медленно продвигаясь вперед, она услышала странный писк и поняла, что нашла логово летучих мышей. Однако то были необычные мыши. В древнем алхимическом томе, которым пользовалась Агнесса при создании снадобий, они назывались Desmodus rotundus, или летучие мыши-вампиры, и использовались для изготовления особых зелий. Таким редким ингредиентом Агнесса воспользовалась лишь однажды. Много лет назад супруг Агнессы отправился на охоту в Глиммербрукские леса и не вернулся живым. Когда охотники принесли его бездыханное тело, Агнесса не проронила ни слезинки. Она действовала быстро и решительно. В своем рабочем подвале Агнесса уложила мертвеца на стол. Она не могла допустить, чтобы ее супруга, с которым она делила радости и тяготы, бессонные ночи и счастливые события, вот так бесславно утащила в мир иной проклятая смерть. Агнесса смешала снадобье, добавив в него секретный ингредиент. В алхимическом томе говорилось, что зелье это нарушает ход времени и способно поднять усопшее тело из могилы. После полуночи мертвец пошевелился. Он открыл глаза, но что-то пошло не так, как рассчитывала Агнесса. В глазах восставшего покойника была пустота. В этой ходячей оболочке не осталось ничего от супруга. Его место заняла иная сущность, которая хотела лишь одного — крови. Хладнокровно Агнесса прервала эту неправильную искаженную жизнь. Вспоминая об этом случае, Агнесса считала, что больше никогда не воспользуется таким дьявольским способом возвращения любимого человека из загробного мира. Но как же она ошибалась? Настали тяжкие времена. Глиммербрукская деревня пала под натиском страшного недуга, который беспощадно разрушал семьи, уничтожая все, что выстраивалось годами. Это была чума. Больные и страждущие покидали мир прямо на улицах. Болезнь била с такой невероятной силой, не давая никому отдышаться, опустошая деревни и села. Вся скотина погибла, оставшиеся без присмотра сады были уничтожены. И Лидия, дочь Агнессы, стала жертвой чудовищной болезни. Ни один отвар, который готовила Агнесса, не мог помочь справиться с недугом. И однажды ночью Лидия ушла навсегда. В Глиммербруке появились группы, которые проповедовали, что черная смерть – это кара смотрящего. Посланный недуг. Считали они. Это колчан незримых стрел, что без разбора разят и праведных, и грешников. Но Агнесса считала иначе. Она полагала, что погибель дочери была ее личным наказанием за то, что она однажды нарушила ход времени и обманула смерть, возвратив усопшего к жизни. От этого осознания Агнесса вся кипела. Все, чем она дорожила, унесло течение мертвой реки в преисподнюю, оставив ее одну на свете, полном ужаса и отчаяния. И Агнесса желала за это поквитаться с самой смертью. Вспоминая, что стало с мужем, вспоминая его пустой, бессмысленный взгляд и ожесточенное желание крови, Агнесса поняла, что прибегнуть к способу со снадобьем из Desmodus rotundus она не сможет. Тут нужно нечто другое. Возможно, что-то читалось в ее взгляде. Возможно, какая-то малейшая искорка в ее глазах выдавала назревавшие намерения, поскольку вдруг к ее ногам упала записка. А некто в черном капюшоне, бросивший ее, быстро скрылся за зданиями. В записке говорилось о некоем черном святилище, где каждый находит то, что ищет. Французский писатель Франсуа де Ла Рошфуко как-то рассказал:
Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор. Агнеса была не согласна. Она намеревалась не просто посмотреть в упор на костлявую, а заглянуть в ее бледное смердящее лицо и расхохотаться. Агнеса отправилась в черное святилище. Смиритесь, люди. Это освобождение. Оно является благом для каждого из нас. Лишь покаяние и смирение вас излечат. Это было ничем не примечательное место. К зданию вела не выложенная булыжником, а протоптанная ногами тропа. Скрытое деревьями здание со стороны напоминало некий храм. Philip Bach Kuro, Yathruya, Palmaray и Boy. Внутри находились совершенно обычные, изможденные, уставшие от собственных забот глимербрукцы. А мессу вела женщина, к которой пришедшие обращались матушка. Она говорила о том, что за всеми наблюдает не только смотрящий. Есть и тот, кто скрывается в тени и ждет от них решительных действий. Долгие века он томится во мраке, ожидая, когда какая-нибудь напористая душа, отбросив робость, откроет дверь, а он в ответ дарует силу, о которой можно только мечтать. Агнессе нужна была эта сила. Здесь, в этом месте, мы можем отворить врата и впустить того, кто ожидает за дверью. Изольда, наша сестра, согласилась стать проводником в этот раз. И те, кто готов увидеть его, кто готов принять его дар, подходите, вы знаете, что делать. Это было какое-то безумие. Свои места покинули не все, но те, кто подходил к алтарю, совершали нечто невероятное. Они зачем-то пили кровь девушки, которую матушка назвала Изольдой. Не зная, для чего она это делает, Агнеса тоже приблизилась к алтарю. Когда Агнеса приникла к худенькой бледной руке девушки, чье тело уже было практически обескровлено, и почувствовала на губах вкус крови, она услышала чей-то чужой, пробирающий до костей голос. Он отметил тебя, дитя. Обратилась к ней матушка. Ты здесь впервые, и я знаю почему. Она вернется. Лидия вернется, вот увидишь. Но для этого кое-что потребуется. И она протянула Агнессе записку, в которой было сказано: Жизнь за жизнь. В черном-черном городе, на черной-черной улице, есть черный-черный дом. и черное-черное настроение на душе у леди Агнесы. Всем привет, дорогие друзья! Привет, вы на канале Не без разницы, С вами Стас. и Лёша. И эту серию мы начинаем от лица леди Агнесы. Она сейчас находится у порога того самого места, которое в давние времена называли святилищем. А вот время сыграло с нами злую шутку. Ну да, то ли время, то ли какая-то демоническая сила. Это тоже может быть. И вот так прямиком из дома Винса мы перенеслись на несколько столетий назад и оказались в старом Глимербруке, где когда-то жила леди Агнеса. Да, где она жила. И мы узнали, что она потеряла дочь, и именно это ее сподвигло пойти на жертвы. И, кстати, о жертвах. В святилище Агнеса получила задание. Ей нужно отыскать в Глимербруке жертву, чтобы довести до конца начатое. Ну что ж, я предлагаю пойти. Да, мы сейчас пойдем домой и посмотрим, как там как раз дома у леди Агнесы, и нужно будет уже отправляться на поиски тогда вот этой самой жертвы. Ну, поскольку у нас сейчас уникальная возможность пожить жизнью леди Агнесы, посмотреть Еще на до её того, быт, как она стала чудовищем. Это время, когда она еще была человеком. возможность супер, поэтому давай пойдем к ней домой, посмотрим, что у нее там дома интересного. Может быть, что-то поделаем по хозяйству. И да, будем искать жертву. Немножечко сейчас мы займемся делами.
Да, мы находимся сейчас в доме леди Агнессы. Ну, она сейчас не леди, она еще не стала леди, той самой, с которой уже столкнулся Винс в своем доме. Мисс Агнесса. Да, пока она просто Агнесса. Забрались мы далеко-далеко, в самые истоки этой истории. Посмотри, Будет какое такое хозяйство у Агнессы-то. Достаточно большое. Тут у нее и козы есть, и овечки, и куры, и корова, и вообще кого только нет. Вот уже, например, овечка грязная. И все-таки перед тем, как приглашать какого-то гостя домой, ей, наверное, нужно здесь немного прибраться. Особенно козочек вот немножко привести в порядок, чтобы они не портили настроение. В конце. Не портили настроение, не портили вид. Давайте посмотрим на ее дом. Здесь достаточно пыльно, как-то леди Агнесса его немножко запустила. Ну, конечно, после того, как она потеряла дочь, после того, что случилось. Ну да, очевидно, что ей было не до уборки. Здесь всего 2 комнаты, видимо, вот в этой комнате как раз жила дочь леди Агнессы. Но, тем не менее, посмотрите, он достаточно благоустроен, все, что нужно, есть. Так что не сказать, что бедствует. Давай посмотрим, какие все-таки, раз мы уже стали играть за леди Агнессу, давай посмотрим, какие у нее черты характера. Она, во-первых, книжный червь. Она еще несколько угрюмая. Но при этом она семьянин. Семьянин, да, потому что все готова сделать ради своей семьи. Вот даже пойти на такие страшные жертвы. Да, в итоге мы узнаем, чем это все обернется. Вот до такой жертвы она дошла. Ну вот вообще с Прекрасно учетом всё будет. черт ее характера и с учетом истории, какая есть у леди Агнессы. А Мне- вот козочкам, кстати, в дом не надо заходить. я Ну, полагаю. заходят и заходят. Мне кажется, что она просто такая вот отчаявшаяся женщина. Она потеряла мужа, потеряла дочь. И вот теперь она осталась одна, и каким-то образом она просто хочет вернуть все то, что было раньше. Но я бы не сказал, что она прям совсем уж отчаявшаяся, потому что она еще до потери мужа увлекалась вот этими всеми тайными знаниями. А значит, она была не так благонадежна в глазах, не знаю, церкви или кого-то. В общем, она-то была... Ну Да, подожди, ещё. какими тайными знаниями она могла увлекаться? Ну, в зельями всякими вот этим. Ну, зелья она, может быть, и делала какие-то для того, чтобы у нее урожай хорошо рос, и она, собственно, продавала все эти Так овощи на извините рынке. меня, не положено, не положено. Вот, мне кажется, Инквизиция думала именно так же. Ах, ты меня подводишь уже к инквизитору какому-то. Нет, я достаточно мягко говорю. Леди Агнеса все делала за закрытыми дверями. Вот ее рабочий кабинет, ее подвал, где она, собственно, и занималась зельеварением, готовила какие-то снадобья. Ну, посмотри, похоже же на логово ведьмочки. Похоже на логово ведьмочки. Но я думаю, перед тем, как куда-то ехать, ей нужно выбрать все-таки наряд. Наверное, надеть свой самый лучший наряд, какой у нее есть. Ну, если ей нужно завлечь какую-то значимую жертву, то и наряд должен быть соответствующий. Какой-нибудь, скажем так, даже немножко провоцирующий на соблазн. Ну что ж, отправляемся тогда в таверну. Ну, да, давай. Ну смотри, здесь пока посетителей не так уж много. Вот, в принципе, вот этот господин выглядит, наверное, как достаточно жертва. влиятельная жертва, да, можно так сказать. Как его зовут? Его зовут Пип Видаль. Пип Видаль. Мне кажется, подходит. Да, давай с ним тогда познакомимся. Ну, кстати, вот эта дамочка тоже выглядит как достаточно влиятельная жертва, как было написано в записке у леди Агнессы. Ну, я думаю, что мы будем все-таки мужчину завлекать. Мне кажется, это должно быть как-то в силах леди Агнес. Нет, не леди, она у нас, да, просто Агнеса. Я вот тоже по привычке называю ее леди Агнесса. В компетенциях Агнесы. Как-то не клеится разговор, не клеится. А вот какая королевна пришла, посмотри-ка. Она Энни еще- Бурбон. Да, и она еще в частном клубе в каком-то состоит. Пусть леди Агнеса поднимет ему настроение, сделает ему искренний комплимент, может быть, даже немножко польстит. Надо вообще спросить, а есть ли у него какая-то пара? Ну, лучше бы, чтобы он все-таки был свободен. А он, кстати, в браке с некой мелодией. Он у нас доставщик продуктов. Он работает бакалейщиком.
Ну, кстати, вполне неплохая должность в средневековое время. А мне кажется, не очень почетно. Почему не почетно? Ты представляешь, у него всегда есть доступ к продуктам. Он может в семью приносить очень-очень много разных продуктов. Но мы не... Собственно говоря, выбирать-то тут не из чего. Либо бери, что дают, либо, собственно говоря, умываем руки. Поэтому я думаю, что матушке придется смириться с Пипом. Агнеса вернулась домой. Она, кстати, уже очень сильно хочет спать. Добро пожаловать к столу, Пип. Интересно, а если Агнеса попробует с ним пофлиртовать немного? Думаешь, откликнет? Нет, подожди, он же женат на Мелодии. Откликнется ли он на какой-то флирт? Нет, нет. Но зато Агнеса стала кокетливой после такого неудачного флирта. Если попробовать внешний вид хотя бы его похвалить. Надо же его чем-то завлечь, чтобы он здесь на какое-то время остался. Ну, я думаю, что он будет понимать, что мы заискиваем перед ним, если будем Нет, хвалить нет, его не внешний хочет. вид. Вот, да. Ну, тогда пришло время Тогда мы... только для единственного. Да, раз ты не принимаешь наши похвалы, комплименты, то, знаешь, разговор у нас будет отныне короткий. Дело было сделано. Как и обещала, Агнеса принесла жертву в черное святилище. Теперь оставалось только ждать, когда вероломные силы выполнят свою часть уговора. И вот темной ночью, когда на улице гремел гром и бушевала стихия, раздался стук в дверь. Агнеса уже знала, кто пожаловал в ее дом. На пороге стояла она, Лидия, возвратившаяся с того света. Но она уже не была прежней, той жизнерадостной девочкой, помогавшей по хозяйству и поддерживавшей Агнесу в трудные времена. Тем не менее, она не лежала в холодной могильной земле, а была здесь, дома, рядом с Агнесой. И та благодарила тьму за свершившееся чудо. Она, сама того не ведая, запустила кошмарную цепь событий, которые, набирая силу снежного кома, готовы были прокатиться по Глиммербруку, уничтожая все на своем пути. Каким-то чудом Винс видел все это собственными глазами. Видел, как Агнеса решилась на страшное, как выбрала свою первую жертву и как приняла дар от темных сил. Непостижимым образом он очутился в прошлом, а может и в воспаленном мозгу самой леди Агнессы, и теперь ему требовалось найти выход из этого кошмара. И вот как у нас все повернулось. Теперь Винс оказался в доме леди Агнесы. Если вы помните, в прошлой серии Винс как раз-таки очнулся в старом храме. Наш маленький путешественник по времени. Да, и оказалось, что Винс... Во времени. Во времени, да. Винс попал в другое время, не в свою эпоху, и теперь он находится в прошлом. Ну, хорошо, хотя бы он находится не в теле леди Агнессы и не переродился в саму Агнесу. Да, это, конечно, очень хорошо. Но, тем не менее, из этого кошмара... Посмотри, он очень испуган, и из этого кошмара ему нужно каким-то образом выбираться. Так что давай осматриваться в доме, может быть, Винс найдет здесь какие-то подсказки, с помощью которых он сможет вернуться обратно к себе, обратно в свою эпоху, в свое время. Ну хотя в самом доме, наверное, ничего-то мы и не найдем. Может быть, Винсу следует пойти вниз. Ну да. В подвал, где леди Агнеса и проводила все свои эксперименты, создавала зелья, снадобья. Вот этот самый подвал. Будем спускаться? Да, посмотрим, что там. Начинаем спуск. Ну, наконец-то что-то интересненькое. Давай осмотримся. Именно здесь Агнеса создавала какие-то свои снадобья, ну и вообще проводила время. Здесь она жила, и теперь Винс может прикоснуться к истории давнего времени, к истории самой леди Агнесы и узнать о ней что-то поподробнее. Ну, смотри, тут сколько всяких книг, и какие-то скляночки, какие-то коробочки, сундуки. Тут есть чем поживиться. Ну, давай посмотрим, что же за книги читала здесь у нас леди Агнеса. Первая книга – это «Запретное учение». Давай-ка Винс ее сразу прочтет.
Вот он садится на ее стул, на котором когда-то давным-давно сидела сама леди Агнесса. И может просто в буквальном смысле слова побывать в ее В ее обличии, да. обличье. Ну, давай посмотрим, что же здесь написано в этой книге. Итак, книга «Запретное учение». С давних времен алхимия была под запретом в Глиммербруке. Но, как известно, именно запрет способствует процветанию запрещенного дела. Любая хозяйка Глиммербрука хранит в своем шкафчике полезные отвары и знает некоторые рецепты, передающиеся сквозь поколения. Алхимия позволяет смешивать различные элементы и получать новые полезные свойства. А вы знали, как тесно алхимия связана с астрологией? Иной раз ведуньи советуют варить какое-либо зелье при полной луне, в другой, когда Юпитер входит в созвездие горного оленя. Это протонаучное направление, не лишенное философии, вовсю практиковалось в Индии и в Древнем Китае. Мудрецы Шангсимлы работали над превращением неблагородных металлов в золото, с чьей помощью и отстраивалась Императорская площадь. Однако будьте осторожны, алхимия терпит ошибки, но иной раз не прощает даже малейший промах. Ну, кстати, я согласен с этим утверждением про то, что алхимия может, конечно, терпеть ошибки, но иногда какой-либо промах она все-таки не прощает. Я, кстати, как-то пытался читать Николаса Фламеля, есть его книга. Ничего, правда, не понял. Наверное, леди Агнесса все-таки лучше разбиралась в алхимии, чем я. Ну, наверное, я тоже так думаю. Так, ну что, у нас здесь следующая книга лежит. Книга написана Арчибальдом Берроузом, и она называется «Восставший покойник». А может быть и Берроуз. Ну, как бы то ни было, давай-ка посмотрим, что у нас написал Арчибальд Берроуз или Арчибальд Берроуз в своей книге с таким мистическим названием «Восставший покойник». Арчибальд Берроуз, «Восставший покойник». Если вы совершили ритуал некромантии и пробудили спящего, запомните главное – будьте терпеливы. Человек, возвратившийся с того света, никогда не будет таким, как прежде. Повидав загробные дали, узрев тайны смерти, он уже не сможет избавиться от этого знания. Забыть не получится, поэтому запаситесь терпением и дайте пробудившемуся время, чтобы оклематься. Первые дни и недели его тело будет охладевать, как у трупа, кожа может потрескаться и пожелтеть, а волосы вылезать из головы. Это необратимый процесс распада, однако есть некоторые хитрости, к которым вам следует прибегать. Во-первых, согревайте мертвое тело. Не обязательно кутать его одеялами, достаточно проводить омовение теплой водой и распаривать конечности, чтобы те не затвердевали и покойник мог передвигаться по дому. Отыщите рецепт снадобья от плохой кожи, оно поможет привести кожу мертвеца в нормальное состояние и избавит от могильного запаха. Какие полезные советы. Какие полезные познания были у леди Агнессы, вот какие книги она читала. Но это неспроста, она же все-таки решилась вернуть свою мертвую дочь с того света. Ну и чтобы покойник все-таки, даже я не знаю, как сказать, ожил, обрел вид человеческий. Вот, собственно, она собрала такую литературу. Ох, недобрая эта литература, конечно, такое держать у себя дома. А Понятно. вот и рецепт снадобья от плохой кожи, о котором писал Арчибальд Берроуз в своей книге. А что же тут у нас? В новолуние... Сейчас, подожди-ка. В новолуние отправляйтесь на кладбище. Отыщите дикую лилию, растущую в могильной земле. Соберите 5 молодых ростков шалфея. Снимите шкуру с живой лягушки. Лягушку, кстати, можно подготовить заранее. У самой старой могилы, которую отыщете, соберите горсть земли. Дома мелко порежьте все ингредиенты. В кипящую воду бросьте лилию, приговаривая, как соцветие расцветает, зелье кожу очищает. Добавьте шалфей и кусочки лягушачьей шкурки. Выдавите сок из лимона. Посыпьте варево могильной землей и убавьте огонь. Пока настойка томится на огне, срежьте ногти у вашего трупа, достаточно 4, и бросьте в чан, сказав: «Варись, плоть, варись, чище и сильнее становись». Томите зелье до загустения, а затем смажьте кожу мертвеца, которому это требуется. Корка застынет, а когда отпадет, кожа трупа примет вид человеческий. Ох, какие недобрые, даже грязные процедуры. Вот Именно эти все. в этом чане, видимо, леди Агнесса и варила подобное снадобье. Да тут не то, что даже 4 ногтя. Тут 4 Ногтя. человека. Ногтя, да. Тут 4 человека можно засунуть в этот чан. Ну, кстати, вот, например, кристалл стоимостью 58 миллионов Винс может забрать себе. Оп. Ну а что, раз он пришел в дом леди Агнессы, то можно тоже
что-то, например, забрать. Но хотя, если вдруг он будет возвращаться в свою эпоху, если у него все-таки получится вернуться из этого времени, не знаю, останется ли это у него в багаже. А вот эта княженция, что тут у нас? Общение с мертвыми. Амалия впервые пошевелилась спустя 2 часа после ритуала. Ее рука дрогнула, а затем открылись глаза. Я сразу приник к ней, не смог сдержать чувств. Однако она явно не узнала меня, своего супруга. Она постоянно сидела у окна, уставившись куда-то вдаль. Я уверен, она ничего не видела. Даже когда в окно влетел ворон и сел ей на плечо, она не пошевелилась, чтобы спугнуть наглую птицу. Я вбежал в комнату слишком поздно, ворон уже выклевал ее глаз. Я одевал ее в чистое платье, смазывал шею и запястья духами из лавки леди Хильды, но все равно слышал этот горьковатый запах разложения. А однажды, раздевая Амалию на ночь, я увидел, как вместе с рукавом платья с ее руки слезла кожа, а в гниющей плоти копошились черви. Я больше не мог выносить этого, и ночью, когда все спали, закопал Амалию на кладбище. Она все так же безучастно смотрела на меня своим единственным глазом, пока земля не закрыла его навеки. Боюсь представить, что она до сих пор лежит под слоем земли, не живая и не мертвая. Слушай, страсти-то какие. Вот так вот походишь, почитаешь записи у леди Агнессы в подвале, и ужас, просто ужас. Ну, вот эта книга, кстати, свидетельство того, кто тоже обратился к некромантии, чтобы вернуть с того света человека, умершего. Да, ну, Винс, кстати, счастлив. Смотри, он счастливый. Да, он счастливый, а ему нравится здесь обстановка. Уют. Достаточно уютно в подвале у леди Агнессы. Ну, согласен. Чего уж тут, да, спорить-то. Действительно уютно, и книги хорошие, атмосфера такая так, гармоничная. давай посмотрим. Может быть, здесь в шкафчике, ну, или вот в этом чемоданчике будут какие-нибудь тоже книги интересные. Хотя нет, здесь пока вроде бы все стандартное. Ну, давай смотреть дальше. Сундук. А вот здесь... О, На это он сюда положил книгу Арчибальда Бероза. Кстати, надо было сразу подойти к сундуку. А вот есть заметки самой леди Агнессы, которые написала именно она. Давай прочтем, что же она там отразила в своих заметках. Лидия со мной. Только это теперь имеет значение. Пока она еще не может говорить, а иной раз из ее рта вытекает черная земляная жижа. Матушка сказала, что так тело моей дочери освобождается от могилы. Каждый вечер я набираю полную ванну и омываю Лидию теплой водой, чтобы ее конечности не коченели. Я провожу щеткой по ее холодной потрескавшейся коже, расчесываю ломкие волосы, смазываю тело особой мазью, а потом зарываюсь в книги и изучаю древнюю науку некромантию. Ну, кстати, такое количество книг у леди Агнессы на столах, в принципе, объясняет то, что она пишет. Я знаю, что мне нужно набраться терпения. Восстановление усопшего, вернувшегося в наш мир, может занять довольно длительное время, но я не тороплюсь. Главное, что Лидия теперь снова со мной. Она не разговаривает и словно не слышит того, что говорю я. Днем я вывожу ее во двор, однако скотина остерегается подходить к ней, будто бы чует смерть. Лидии нельзя долго находиться на солнце. В противном случае появляется неприятный запах. Поэтому я усаживаю дочь в тени, сгибаю и разгибаю ее руки и ноги, спасая от окоченения. Так она и сидит под деревом, не шевелясь, умершая девочка, которой нужно помочь возвратиться окончательно. Я читал свидетельства тех, кто провел ритуал некромантии в надежде вернуть умершего. Их истории оставляют на душе горький осадок. Несчастные, сломленные люди. На какие жертвы только не пойдет человек ради того, кто ему дорог. Однако моя история несколько отличается. Я не призвала Лидию самостоятельно, как сделала это с мужем. Мою дочь вернули силы, неподвластные нам, простым смертным. В одной из книг я наткнулась на любопытные заметки. Некий некромант рекомендовал предложить усопшему живую плоть, и такая жертва мне показалась не лишенной некого логического оттенка, поскольку за жизнь я уже отдала чужую жизнь. Еще одна жизнь тоже могла сыграть свою роль в восстановлении Лидии после вечного сна. Я снова отправилась на поиски потенциальной жертвы. Мною двигал не гнев, и ни корысть, ни злость коренились внутри меня, когда я выбирала того, кто мог бы согласиться отправиться со мной. Это было самое обычное желание матери помочь своему ребенку, облегчить его страдания. Жертва нашлась сразу. Это был одинокий моряк, обосновавшийся в Глиммербруке после возвращения из Аль-Симары. Удивительно, насколько мужчины самоуверены и готовы окунуться с головой в любую авантюру.
Я перевела его в свой дом. Все произошло быстро. Он был еще жив, когда Лидия, завидев растекшуюся по полу кровь, сама встала со своего места и приблизилась. Мне никогда не забыть ее дикий голодный взгляд, ее скрюченные пальцы, потянувшиеся к теплой плоти. День за днем Лидия снова обретала себя. На ее щеках выступил румянец, и однажды она смогла произнести одно слово. Несмотря на то, что это было одно единственное слово, я чуть не запрыгала от радости, вновь услышав родной любимый голос. Она сказала «Есть». Каждую ночь я закапывала останки за домом, но иногда останавливалась на полпути, а в моей голове зрел точно урожай. Страшный вопрос. Что я делаю? Что же я делаю? Что же ты делаешь, леди Агнесса? До чего же ты нас доводишь и нашу нервную систему? Хотя она тогда еще была человеком, да, когда она вот начала вот эти вот свои злые дела делать. Да, она была абсолютно человеком И обычным. сознательно на это шла. Не для того, чтобы продлить свое существование, как мы объясняли до этого, Да да? кто ж знал? Кто ж знал-то? Что? Она сознательно шла вот именно на такие преступления страшные. Чтобы спасти Лидию. Ну, вернуть Лидию. Окончательно вернуть с того Хотя, света. знаешь, ведь это же не... Это корысть какая-то. Это такое вот нарциссическое, мне Это кажется. эгоизм, можно даже так сказать. Да, это какая-то вот нарциссическая мания. Да, мания такая. Она Себя она поставила превыше всего, Да, себя и свои чувства. Да, она не хотела отпускать дочь, в конце концов, закончилась история, путь дочери. Это одна из самых великих трагедий, какая тоже вообще может случиться у родителя, но тем не менее, она, наверное, думала о себе, вернуть Думала о дочь. себе, думала, да, именно о себе, о том, что она будет страдать в одиночестве. И поэтому вот такой путь эгоизма, он, собственно говоря, и путем такого количества жертв и привел к тому, кем Да. она стала. вот такая вот история леди Агнессы, которая начинает раскрываться все подробнее и все ярче. И после этой книги Винс стал очень возбужденным. Он хочет, наверное, отправиться теперь на пробежку. Чтобы, наверное, выветрить из головы все, что он здесь прочитал. Ну, между прочим, пробежка и любая физическая активность – это хороший способ совладать со своими эмоциями и как-то стабилизировать эмоциональный фон. Так что его желание вполне себе рационально. Ну ладно, будем выбираться уже из подвала, потому что, видимо, все мы здесь прочли, что могли, посмотрели, И оценили. даже что не нужно, мы тоже, мне кажется, увидели и прочитали. А где ширмочка? А где все? И, внимание, мы оказались с Винсом на кладбище. Он выбрался из подвала леди Агнессы, и у нас произошел скачок во времени. Он же был вроде как в доме. Был дома, а теперь он не в доме. И, между прочим, это то самое кладбище, которое уже есть в мире Винса, в его эпохе, в его времени. Ну, то самое старое кладбище, где были захоронены даже девочки из пансиона леди Агнессы. Я вот тут вижу коробку, которая привлекает мое внимание. Это, наверное, для нас сюрприз. Давай посмотрим, что здесь. Коробка называется «Заплутавшей душе». Это явно про Винса. И здесь находится книга, которая называется «Что дальше?». О, мне такую книгу иногда очень хочется найти. Это временной коридор, в который попадают заплутавшие души. Тебе, путник, предстоит самостоятельно отыскать путь назад. В противном случае ты навсегда останешься здесь, в этом временном портале. Отправляйся исследовать окрестности старого Глиммербрука. Ищи книги и записи, в которых могут таиться ответы о дальнейших шагах. Начни, путник, с церкви святого Муртимера. Возможно, там среди древних книг ты сможешь что-то найти. А может и нет. А что значит, а может и нет? Может быть, все-таки да? Может быть, мы все-таки найдем что-то, да? Я очень рассчитываю на то, что там будет в этой церкви святого Мортимера что-то. Мне показалось, это леди Агнесса идет. Да, только немножко такая более объемных форм. Да? А это некая Руна Джилсон. Ну, кто-то проживает в этом времени, вон еще кто-то здесь ходит. Ну что ж, Винса направляют, кто-то вот все-таки помогает ему здесь, какая-то высшая сила. А помогает ли это? Или его в ловушку хотят затянуть? Вот А тоже вот тут тоже вопрос интересный. И Винса направляют в церковь святого Мортимера. Давай осмотримся, что здесь вообще у нас есть. Вот этот самый страшный дом, он уже стоит на этом месте.
А смотри-ка, как тут все А, посмотри, какое хорошее окошечко, кстати. Вот это вот Ну да, витражи симпатично. такие. Да. Да, здесь все достаточно облагорожено, видно, что за домом ухаживают. Да. С домом все в порядке. Не надо тут очень убиваться ремонтом. Так, здесь вот находится какой-то дом. А вон там церковь, я вот видел же, вон она, да? Так, а вот еще вот что-то с башенкой. Это у нас что такое? Это таверна. А, это Это все таверна. та же самая таверна, куда еще мы с леди Агнесой ходили. Она также осталась здесь. Вот церковь. Ну, скорее даже, наверное, не церковь, а монастырь. Похоже на монастырь. Ну, не знаю, наверное, да, похоже отчасти. Ну, давай, что ли, пойдем сюда, раз нас так сюда завлекали, привлекали, сказали, что здесь, вероятно, будет подсказка, хотя, может быть, и не будет. Может быть, и не будет. Ну, отправляемся тогда Но я рассчитываю, что все-таки будет. в церковь святого Мортимера. А посмотри, как Глиммербрук не отстает, в принципе, от развития, не отстает от своей современности. Здесь, Электрифицирован. ну, вряд ли, конечно, это электричество. Скорее Ну, всего, это газовые фонари. Между прочим, Винс сейчас находится, как ты помнишь, в 1800-х годах, а к тому времени газовые фонари уже, между прочим, появились. Они появились в начале 1800-х годов, как раз в начале 19 века. Появились они, между прочим, в Лондоне. Самые первые уличные фонари появились также в Лондоне, это было в 15 веке. Вот, Ну что ж, Винс прибыл к монастырю. давай посмотрим, что нам тут обещала коробка эта, какие-то записи, да? Что-то Да, давай такое. посмотрим, что здесь есть. Мгм. Так, это небольшой зал для служения. Зато вон книга. Вот это? Да нет, на входе. Это как раз книга о святом Мортимере, жанр Биография. биография. Где родился Мортимер, никто не знает. Некоторые источники утверждают, что это произошло в небольшой деревеньке под названием Сансет-Вэлли. Каким-то чудом он очутился в Глиммербруке и вел борьбу с хворью, охватившей деревню. Многих горожан утащила с собой чума. Мортимер пожертвовал собой, чтобы избавить деревню от напасти. На утесе, где горная река спадает в неизвестность, отыскал Мортимер чудодейственные врата в чуждый мир и вернулся оттуда с лекарством от хвори. Однако пребывание в том мире его погубило. Инквизиция не простила его контакт с чуждыми силами. Храм назвали в его честь, как напоминание, что именно Мортимер спас Глиммербрук от погибели. Он ушел от нас, но история циклична. Кто знает, быть может, в дальнейшем Мортимер возродится вновь. Теперь мы знаем частичку истории этой церкви. Интересно, а Мортимер уже возродился или нет? Я уже запутался во времени, в котором мы находимся, честно говоря. Слушай, может быть, вроде бы да, во времени Винса Мортимер-то уже существует, Мортимер год. Может быть, это о нем как раз-таки здесь А вот и здесь, писалось. вот на данный момент он уже возрожден, что с ним вообще? Или когда, что, как? Я уже не понимаю вот эту вот путаницу со временем. Но здесь, может быть, и нет. Хотя, кто знает, как написано в книге, история циклична. Так, а эту книгу мы прочесть не можем. Винс может на нее только посмотреть. Вот этот ящичек и шкафчик тоже не открыть. Ну что ж, пойдем дальше. Правда, к Винсу идет поговорить отец Рафусаил. Может быть, он хочет рассказать тоже об истории церкви. А может быть, он правда поведает какую-нибудь интересную историю, что тоже поможет Винсу все-таки зацепиться за это и выбраться. Хотя вряд ли, наверное, можно у него здесь что-то выведать. Можно с ним поговорить, например, только про прохладную погоду. Сегодня прохладно как-то в этот средневековый четверг. Ну, я думаю, Винсу некогда сидеть и разговаривать, поэтому пойдем искать зацепки дальше. Да, пойдем смотреть, что здесь есть. А что здесь есть, собственно говоря? Какая картина здесь красивая висит. Вот какая-то здесь деревенька изображена. Может быть, это старый Глиммербрук? Ну Вот что, книги на столе. эти книги нельзя прочитать. А в шкафу? Вон фоточка какая-то там в шкафу, или что это? Картинка какая-то. Так, в шкафу давай посмотрим, что здесь есть. Между прочим, уже наступает вечер. Где же у нас Винс будет ночевать? В подвале у леди Агнесы?
Ему же там уютно было, помнишь, как он хвалил атмосферу? Ну там как негде лечь хорошо было? спать. Ну, на стульчике. И тем более немножко- Винс боится темноты. Как-то будет, мне кажется, странно, если Винс будет залазить в склеп и там проводить ночь. Ты посмотри, у Винса в багаже есть наушники-капельки. Он прихватил с собой своего времени. Ну, вот должно же его что-то связывать с настоящим и с будущим, учитывая, что он в прошлом, будущее, настоящее такое своего рода. А представляешь, если он сейчас найдет ярмарочный стол и будет предлагать вот такую вот штукенцию? Да, да. Да к нему к самому придет инквизиция и Хотя- скажет, вообще что это, сейчас мы тебя это... Хотя, наверное, эта штука не будет иметь здесь никакого, в принципе, значения и никакого своего полезного свойства. Ну, просто вставить в уши и что. Но выглядеть-то она будет странно, как будто какой-то инопланетный объект. И можно его обвинить будет в том, что... В колдовстве. Да. Тогда Давай подожди, посмотрим. а у нас здесь вот кровати, зона отдыха есть? Есть. Здесь вот есть много Может кроватей. быть, здесь мы и здесь ночевать он будем. поспит. А смотри, вот книга есть. Мы это можем читать? Можем. Да. Ну, Вот. давай мы, раз мы залезли в книжный шкаф, давай посмотрим, что здесь есть. Псалм 16. Текст написан на латыни, вы не можете его прочесть. Охота на ведьм. Также написан на латыни, вы не можете прочесть этот текст. Но А есть вот это можем прочитать. Есть Молот ведьм. «Молот ведьм» Генриха Крамера и Якоба Шпренгера. 1486 год. Это интересно. Давай посмотрим, что написано в книге «Молот ведьм». А ты читал, кстати, эту книгу? Это же настоящая книга «Молот ведьм». Слушай, не доводилось мне ее почитать. На книжной полке она у меня есть, но как-то вот я не хотел читать ее, сознательно не хотел. Она какая-то недобрая. Негативная. Ну да, Ну да. вот сейчас как раз представится случай прочесть. Может быть, не всю, конечно, книгу, У но меня, хотя я бы так, выдержку я из так неё. скажу, что я сейчас проповедую, знаешь, такой информационный детокс, скажем так. Как цифровой, так и какой-то другой информационный. Поэтому вот такая книга, да ну, я не буду негатив такой читать, я лучше прочитаю про кошек. Но если хочешь, тогда ты можешь сейчас на 5 секунд отойти, я прочту эту книгу. Ладно, отрывочек так и быть можно прочитать. Давай отрывочек прочитаем. Итак, «Молот ведьм». Прежде всего имеется 3 способа, коими демоны при посредстве ведьм совращают невинных, и вследствие чего это нечестие постоянно растет. Первый – посредством тоски из-за тяжких временных несчастий. Мы знаем одного хозяина в Аугсбургской епархии, у которого в течение 1 года были околдованы одна за другой 44 лошади. Жена, охваченная тоской, посоветовалась с ведьмами, и по их совету, который, конечно, не мог вернуть здоровье, она охранила купленных потом лошадей, потому что хозяин был извозчиком от колдовства. Сколько женщин жаловалось нам при исполнении нами обязанностей инквизиции, что когда они обращались за советом к известным ведьмам, то получали различные средства, если только они соглашались дать некоторые обещания одному духу. Понятно, какому духу. Когда их спрашивали, что же нужно обещать, то им отвечали: немного, нужно только слушаться указаний того духа. Ну, собственно говоря, история повторяется, как и в «Молоте ведьм», так и тут, в Ну, Глиммербруке, Как получается. написано в этой книге, что первый способ, которым совращают ведьмы, посредством тоски из-за тяжких временных несчастий, или временных несчастий. Ну, собственно, то, что случилось с леди Агнесой, у нее же тоже несчастье произошло. И именно из-за тоски, Но из-за человек, отчаяния... он наиболее уязвим, когда он вот в каком-то таком упадническом, каком-то депрессивном состоянии. Конечно, он наиболее подвержен вот такому воздействию какому-то. Тут, Поэтому она обратилась к тому самому духу. да. А дальше тут я смотрю все на латыни дальше. и Псалмы, мы да, на ничего не латыни, можем мы не прочитать. можем их прочитать. Винс не владеет латынью. Мы не можем это прочитать, мы не знаем, что это такое. Да, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно. Но вот есть книга «Ведьма из Глиммербрука». Винс ее взял, давай ее прочитаем тоже. «Ведьма из Глиммербрука». Инквизиции стало известно, что в Глиммербруке организовал свою мессу Черный Орден, поклонявшийся одному известному духу. Место сбора они называли святилищем, а главу матушкой. Все члены ордена были схвачены и переданы священному суду. Одна из ведьм отказалась называть свое имя.
В ее доме мы обнаружили последствия занятий некромантией и мертвеца, оживленного бесовским колдовством. На допросе ведьма рассказала, что обратилась к темным силам, чтобы оживить погибшую дочь. Этих доказательств было достаточно для инквизиции. Ведьму приговорили к сожжению, мертвеца предали земле. Однако прелюбопытнейший факт: могила, в которой захоронили ведьмачью дочь, через некоторое время оказалась разрытой, а сама покойница исчезла. По этому вопросу мне нужно посоветоваться с инквизитором Бернардом из Винденбурга. Это как раз таки история о том, что случилось в дальнейшем с леди Агнессой. Ее приговорили к сожжению. Ну а дочь... А дочь предали земле, но Да она только куда-то она исчезла. улизнула оттуда. Интересно, куда она улизнула и что с ней стало? Так, ну, больше здесь книг нет, которые мы могли бы прочитать. А то время уже 9 часов. Винс тут, наверное, так и ляжет спать. Ну, я, кстати, предлагаю действительно здесь, наверное, оставаться. Я бы уже не рисковал выходить на улицу и остался бы здесь. Здесь как-то светло. Ну, если ему разрешат, конечно, здесь остаться, потому что могут еще не разрешить, но у Винса боязнь темноты, он очень боится выходить на улицу. Вот лежит какая-то книга, давай посмотрим, что это. Записи отца Эдмунда из церкви святого Мортимера. Это было страшное время для всего Глиммербрука. Сперва деревню подкосила чума, которая в народе получила название «Черная смерть». Мы возносили молитвы смотрящему, чтобы тот избавил нас от напасти. Много глиммербрукцев полегло от страшной хвори, но Глиммербрук выстоял. Наша деревенька всегда находилась на некоем стыке миров, именно поэтому здесь часто случались чудеса. Разумеется, такие чудеса не могли оставаться незамеченными Святой Инквизицией. Явившись в Глиммербрук по заданию Винденбургского ордена, инквизиторы обнаружили место, где, по их записям, находились врата в мир темных сил. «Спаси нас, смотрящий». Возможно, и чума, пришедшая в деревню, тоже была результатом бесовских проделок. Все участники страшного культа были схвачены и приговорены к сожжению. Черное святилище, где совершались темные ритуалы и приносились жертвы во славу одного известного духа, разрушили, завалив врата обломками. Там же расставили костры. Одна из участниц культа рассказала, что обратилась к темному духу, чтобы оживить некромантией свою дочь, и ей это удалось. В ответ на принесенные жертвы дух обещал даровать ей могущественную силу. Но все мы знаем, как действует лукавый. Обманом заманивает тех, кто не противится его соблазнам. Костры полыхали всю ночь. Глиммербрук разразился криками горящих ведьм. А под утро, когда зеваки разошлись, я вновь вернулся к пепелищу. Я не могу рассказать об этом никому, ибо боюсь, что меня самого сочтут приспешником темного духа, обвинив в бездействии, поэтому я пишу эти записи в надежде предупредить тех, кто их прочтет. Костры уже догорели, и вдруг среди пепла я заметил движение. Это шевелилась та самая ведьма, которая безрассудно подняла свою дочь из могилы. Какая-то невероятная, чужеродная сила возвращала ее к жизни. Я не мог ничего сделать, просто стоял и смотрел на то, как на моих глазах творится темное колдовство, а потом просто сбежал. День за днем я корю себя за бездействие. Ночь за ночью я вижу тот взгляд, которым чудовище посмотрело на меня. Оно словно говорило: «Я приду за тобой». Эти строки я пишу в келье, а за окном беснуется страшная ночь. Что это? Кажется, я слышу чьи-то шаги. Но кто мог прийти ко мне поздней ночью? Теперь мы знаем, каким образом леди Агнесса вернулась к жизни. Ее действительно приговорили к сожжению. Ее действительно сожгли. Ну, вообще такие мрачные хроники, очень интересно на самом деле, несмотря на то, что это вообще жуткие истории, абсолютно жутчайшие, со всеми вот этими подробностями инквизиции, с их расследованиями, с их преследованиями и с такой
жестокой карой для тех, кто практиковал колдовство. Вполне здесь могли быть и невинные жертвы. Ну, понятное дело, что леди Агнесса, леди она Агнесса была не была невинна, невинной. но, тем не менее, все это, конечно, нагоняет дрожь. И те самые участники культа, они тоже не были невинными. Да, но под горячую руку могли попасть и другие. Вот, например же, автор книги у нас боялся того, что его сочтут тоже приспешником злых сил, хотя он никого не пытался возродить или изжить. Но он видел то, что происходит. Наверное, логика у него была такая. Он видел то, что происходит, что на его глазах творится темное колдовство, а сам он, как святой отец, сам он не смог ничего сделать и просто стоял и смотрел. Боялся, что его обвинят в таком вот бездействии, что он способствовал возрождению чего-то дьявольского. А ты посмотри, они не в телефон у нас залазят, а какие-то дощечки смотрят, достают из кармана. Да, однако. Ну да, я понимаю его логику и чем он руководствовался, почему отстранился и боялся. Вот здесь есть еще некая шкатулка, и здесь также находится книга «Случай с отцом Эдмундом». Пусть Винс тоже возьмет и прочитает. Почему ты ее не можешь взять? Ну давай так ее прочтем. Служба в храме сегодня не состоится. Отец Эдмунд погиб этой ночью в своей келье. Его тело было полностью обескровлено и словно состарилось на много-много лет. Будто бы какая-то страшная сила выпила из него, как из сосуда, не только всю кровь, но и жизненные соки. Данный случай передан на рассмотрение епархии в Винденбурге. О, это как раз та история, что он тогда вот рассказывал о том, что мне Что-то страшно, услышал, я вот да. сейчас в келье, и вдруг вот этот вот шум, стук, кто бы мог прийти. Вот так вот, вот кто пришел, видимо, Кто-то пришел. недоброжелатель какой-то. Ну, как он сказал, что она, леди Агнесса, когда возрождалась к своей этой жуткой, извращенной, непонятной жизни, она посмотрела на него таким злобным взглядом, словно бы говоря: «Я вернусь за тобой, приду за тобой». Зыркнула на него она своим вот этим вот И все-таки, видимо, взглядом, и все-таки пришла. вернулась. время 12 часов. У Винса бодрость еще полная. Кстати, очень интересно, почему у него такая бодрость после всего вот этого чтива, которое ему пришлось, так сказать, познакомиться, с которым ему пришлось. А мне кажется, такая должна усталость навалиться просто. А ты от знаешь, всей мне этой кажется, после информации. такого чтива вообще не уснешь. Ну, тут, кстати, как посмотреть. Может быть, да, и нервишки-то как это сказать, возбужденная нервная система после таких, да, может быть, она и как-то стимулирует бодрость. Но мне кажется, я бы уставшим был. Мне вот прям интересно посмотреть, что же на этой дощечке, которую отец Рафусаил постоянно достает у себя из кармана. Ну вот тут какие-то знаки он здесь написал. Ну, что-то тут у него написано. Так, ну я не знаю, что делать. Мне кажется, если Винс здесь ляжет спать в этом монастыре, отец Рафусаил может его прогнать отсюда. Думаешь? Если бы можно было как-то попроситься остаться на ночь, а вот Ну, только там как же это столько сделать? постелей, столько кроватей. Винс, ну зачем ты ругаешься? Не надо ругаться, тебе тут точно будут не рады. Отлично когда- вообще придумал. Да, правильно, да, с надо отцом поругаться, и ругаться. тогда точно мы сможем здесь остаться переночевать. Мне кажется, монастырь — это одно из немногих мест, где можно почувствовать себя как-то хотя бы относительно в безопасности. А Винс пытается... Ну, Винс уже мило извинился. Ну, можно пройтись по кельям, посмотреть, что здесь еще есть. Ну и тогда, может быть, правда, Винс так незаметненько куда-то зайдет и на верхней полочке ляжет спать. чуть-чуть приляжет. Тут вот сундук, можно вынюхивать секреты какие-нибудь. Что мы тут интересно? Что тут? Здесь книги, Досье, записи и антология. антология каких-то однословных стихотворений, ну это, наверное, мало нас интересует. Старые записи о черном святилище. А вот это нас уже интересует Да. больше намного. Местные судачат о том, что в развалинах старого святилища, где в свое время сожгли глимербрукских ведьм, что-то поселилось. Оно выходит по ночам и оставляет за собой кровавый след. Одна напасть за другой преследует Глиммербрук, люди обеспокоены. Но у нас нет смельчаков, которые могли бы спуститься под завалы и расправиться с чудовищем.
Ну, кстати, да. Винс, наверное, об этом еще не знает, но мы-то знаем, что действительно... Ой, у отца Руфусаила есть секрет, грязная привычка. Я не хотел бы, ладно. честно говоря, выяснять подробнее его секрет. Между прочим, действительно, на месте развалин вот этого старого святилища кто-то поселился. Мы об этом рассказывали в одном из своих видео по династии Дежавю, в последней из серии этой династии Дежавю, где была история одной вампирки Хейли, которая не просто так стала вампиром, она как раз пришла в эти развалины, и там она столкнулась лицом к лицу с леди Агнессой. Ну да, все очень переплетено, все взаимосвязано. Поэтому тут прям вот надо погружаться в историю. Ну вот я вообще в восторге. Нет, наверное, нельзя сказать, что я в восторге. Это какой-то полуужас, полувосторг, не знаю, смешанные чувства вот от этой всей истории. То есть я как бы начинаю, знаешь, больше понимать о леди Агнессе. Я понимаю ее историю, я понимаю ее мотивы. И при этом не могу, не могу их принять, потому что она, собственно говоря, чудовище же, ну, вот сейчас. Хотя мы побывали прям... Ею. Мы прям, да, мы были вместе с ней, и как-то... Даже мы ей посодействовали в поиске первой жертвы. Вот, а мы с тобой не чудовище, разве тогда после этого? А вот не надо стрелки переводить. Вот, кстати, интересно, а если бы мы не стали это делать и сказали леди Агнессе, ну иди-ка вон корову помой свою, или там козочек. И все, и как бы история после этого повернулась. Но нет же, мы с тобой пошли и вместе с ней это все сделали. Ну, ты же знаешь, почему мы так поступили. Потому что мы оказались в прошлом. А с прошлым нельзя заигрывать. Ты должен следовать именно так, что, ну, тому сценарию, который уже событиям, проигрался. которые были, да, потому что тогда мы не вернемся в исходную точку, откуда начали путешествие. Это же основа основ. Ну да, кстати, я согласен. Винс у нас все никак не прочитает эту книгу, досье, написанное отцом Руфусаилом. Итак, имя Арчибальд Берроуз. Дата въезда в Глиммербрук недавняя. Деятельность чародей, возможно, связь с некромантией. Арчибальд Берроуз или Берроуз поселился в Глиммербруке относительно недавно. Церковь... Подожди, Винс, подожди, ты-то прочитал, а мы еще нет. Церковь не заметила таких его действий, которые могли бы представлять опасность для горожан, но церковь будет наблюдать. Итак, значит, этот самый Арчибальд Берроуз, эту чью книгу мы прочитали в подвале у леди Агнессы, он сейчас находится в Глиммербруке. Кстати, эта книга была написана очень-очень много лет назад, потому что сейчас-то мы переместились в 19 век, а леди Агнесса жила здесь еще достаточно давно. Смотри, святой отец прилег поспать. Может быть, мы тоже можем так немножечко... Пусть Винс вот залезет на верхнюю полку. А святой отец не лег спать, он почему-то горюет. Ну а что делать? А где он будет еще ночевать? Вот, недопустимое поведение. Пожалуйста, прекратите. А что он ругается-то на нас? Почему недопустимое? Извините, конечно, но Винсу где-то все-таки надо ночевать. Подожди, Винс, не спи. Вот если сейчас он ляжет спать, может быть тогда и Винс тоже тихонечко ляжет спать. Ну что, он лег спать? Да, все, он лег спать. Наступило утро. Винс с горем пополам просто здесь провел эту ночь. Давай с горя пополам еще и что-нибудь тут перекусим. Да, давай что-нибудь возьмем, какой-нибудь бутерброд. Но, между прочим, Винс проснулся сегодня с желанием стать друзьями с персонажем по имени Отец Руфусаил. И он вот хочет я, с ним знаешь, быть дружелюбным. как-то не особо таким желанием горю. Как-то вот он не очень дружелюбен к нам был. Я понимаю, конечно, что есть определенные правила, требования, но как-то же нам надо было бы навстречу пойти. Мы же вроде свои. Винс не священник, и Винс не монах, поэтому ему нельзя все-таки оставаться, не жить, не ночевать в монастыре. Знаешь, ведь он бы мог прийти как трудник. Ведь трудникам можно оставаться в монастыре, там вот это все. Да, надо помогать там что-то там, не знаю, что-то реставрировать или полить грядочки. Вот, или кстати, там по поводу сада. Раз Винс здесь переночевал, ему предоставили все-таки
Кров, надо как-то отблагодарить святого отца. Может быть, он правда ему по саду поможет. Пусть хоть... Да нет, отец уже проснулся с А самого давай, утра и все я знаю, как поможем. Может быть, вон, смотри, продать все. Но это же все добавится в багаж к Винсу. Здесь находится только колокольня, Ух ты, смотри, коробочка. а здесь коробочка, да. Ой, тогда давай поднимем. Я только хотел сказать, давай поднимемся на колокольню. Так интересно, какой там вид открывается. Посмотреть вот повыше. Всегда хочется что-нибудь такое. Куда-нибудь повыше-то забраться, а там еще и коробка. Так что вообще прямиком туда надо нам. Ну, кстати, Винс с собой еще и зонтик прихватил из своего времени. Пригласил с собой зонт в это увлекательное путешествие в прошлое. И мы вместе с Винсом взбираемся в колокольню. Интересно, он сможет вообще туда подняться? Ну, вроде бы да, поднимается. А почему не сможет? Вроде бы преград никаких нет. А святой отец там, наверное, чем-то занят другим. Не может же он вечно караулить и не пускать нас даже сюда. Нет, смотри-ка, здесь он уже никак не может забраться. Ну, мы можем ему помочь. Тоже заплутавшей душе. Коробка называется. Эх, а мне так хотелось на самую верхушку. Путник, теперь ты знаком с клочком истории Глиммербрука. Этот город древнее, чем кажется, потому отыскать временной коридор тут труднее. Тебе, путник, может помочь чародей Арчибальд Берроуз. Отправляйся к его дому. Ну вот, собственно, теперь Винсу предстоит познакомиться воочию с Арчибальдом. Ну что ж, тогда я желаю отправиться к его дому. Ну, пойдем, может быть, он действительно поможет. Но тем более он чародей. Конечно, чародей должен помочь Винсу отыскать путь назад. Ну или он злой чародей и сделает все только хуже для Винса. Но нет, я думаю, что заблудшей, странствующей душе, да, все-таки какое-то послание, какой-то посыл такой незлобный, мне кажется. Хотя я могу ошибаться. Тут со столькими мы уже персонажами познакомились, столько героев, и все они разные, некоторые очень коварные. Хоть бы Арчибальд был порядочным человеком. А дождь уже закончился, это очень хорошо, но все равно погода пасмурная, погода мрачная. Давай посмотрим на карте, где у нас проживает Арчибальд. Итак, это карта старого Глиммербрука. Вот церковь Святого Мортимера, где Винс находится. Ну, Винс проживает на кладбище. Здесь находится у нас таверна, а вот дом Арчибальда Берроуза. Ну, здесь, видимо, живет та самая, из-за кого мы здесь собрались, леди Агнесса. Но мы отправляемся тогда к Арчибальду. Мы с Винсом прибыли к дому Арчибальда. А что это за загадочные штучки интересные? Мне нравится. Вот эти светильники? Да, это какие-то штуки, аж отпугивающие, наверное, что-то злое. Какие-то магические, Какие-то да. чародейские штучки. А вот эта вот коробочка, чемоданчик, сундучок, это что? Это для нас? Мы там что-то можем посмотреть, откопать? Ну, слушай, наверняка, какой, кстати, классный дом. Мне нравится вот это круглое окно, дверь необычная, ну, башенка. Я люблю всякие такие архитектурные излишества. Мне тоже нравится этот домик. Ну вот в таком доме проживает чародей. А посмотри на заднем дворе, как у него интересно. У него тут какие-то магические круги, видимо, где он может проводить свои занятия колдовством. Но сейчас уже такое время, 19 век, сейчас Инквизиция уже не должна действовать. Она, может быть, конечно, все еще есть, но в Глиммербруке Инквизиции уже нет. Поэтому Арчибальд Берроуз сюда и приехал. Итак, вот стоит ящик, давай посмотрим, что здесь находится. Также для Винса здесь есть послание. Арчибальд Берроуз – известный чародей, которому подвластно учение некромантии. Он поселился в Глиммербруке после того, как епархия Винденбурга отозвала из города инквизиторов. Однако вести беседу он будет только с чародеем. Чтобы разговорить Арчибальда и отыскать в его словах подсказку о том, куда двигаться дальше, чародею нужно вызвать его на магический поединок. Так что с Винсом разговаривать он не будет. Ну, елки-моталки. И это получается, Винсу теперь нужно стать чародеем, ну хотя бы на время. Ну, что это такое? А как это вообще вот...
И не просто стать чародеем, а ему еще нужно провести магический поединок. Супер, с этим просто Арчибальдом. супер. Давай станем чародеем, а потом еще одного из самых могущественных чародеев вызовем на поединок. Вот будет потеха. Ну да, это будет весело. Ну, раз Винс находится в Глиммербруке, и все здесь говорят про то, что тут есть врата в магический мир, значит, Винсу надо туда отправиться, именно в этот магический мир. Ну вот, собственно, одна уже колдунья какая-то здесь прилетела. Очень неожиданно, аж напугала. Да, ну и намекнула нам на то, что вот он, мир этот волшебный, как никогда рядом. Как Поэтому ее зовут? Дангмея. Дангмея, ты знаешь, как нам найти врата? Она уже ничего не знает. Она вот в свои врата куда-то вошла. В невидимые. Ну ладно, отправимся тогда На с поиски Винсом этих врат. На поиски И врат. на поиски наших сил. Врата в магический мир должны находиться на том же самом месте. Ну, разумеется, куда же они денутся? Но все равно посмотри, как красив Глиммербрук. Очаровывает он все-таки своим таинственностью. Своей атмосферой. Да. Вот эти вот старые постройки готического вида, да? Готической направленности. Вот, здесь недалеко от монастыря находится тропа. Ну и как раз сейчас Винс подбежит к водопаду. О, Арчибальд здесь, а мы были только что у него. Но сейчас Винс пока не может с ним Он же познакомиться. чародей, поэтому он то там, то тут. Вот у него тоже дощечка. Что-то он там выглядывает, все интересное. Тебе кого-нибудь Арчибальд напоминает? Он мне напоминает какую-то комбинацию из, не знаю, мне кажется, его бы Джонни Депп хорошо сыграл в реальной жизни. Да, Вот типаж кстати. какой-то вот его прям персонажа. Да. Итак, Винс подбежал к вратам. Они действительно находятся также на утесе, как и обычно. Ну, заходим тогда в волшебный мир. Ну пойдем, надо становиться чародеем нам. Итак, волшебный мир, в принципе, не изменился. Мы прибыли в центр получения чародейских... Чародейского способностей. могущества, да, Да. чародейских способностей. И посмотри, этот мир действительно не изменился. Возможно, он находится в каком-то таком тоже временном коридоре, где не подвластно никакое время, никакие изменения. И вот как он стоит, такой вот старинный особняк, таким он и остался и во времени, в эпохе Винса. Но все-таки как-то было бы немножко несоответствие, если бы он был оформлен в стиле хай-тек, со стеклянными стенами, там, каким-нибудь, не знаю, плазмами и электронными талончиками, где ты приходишь, нажимаешь на сенсорную панель и выбираешь услугу, которую хочешь получить. Да, вот здесь как-то это все-таки было бы не так атмосферно, что ли. А здесь, да, старинное здание, тут всякие штуки, что тут, шкафы. Ну да, здесь шкафы, здесь есть котлы для приготовления специальных отваров, специальных снадобий. И вот находятся мудрецы, с которыми Винсу как раз и нужно познакомиться. Ну давай, например, вот этого мудреца выберем, и этот мудрец тогда даст Винсу, предоставит ему чародейские способности. Это практический мудрец. Мудрец практической магии. Ну, я думаю, он нам как раз-таки подойдет. А вот этот, кто у нас мудрец? Мудрец проказливый. Нет, нам не надо проказливый, нам надо практическую магию. Так, подожди, теперь нужно найти, спросить, как пользоваться волшебством. И сейчас он Винса должен будет отправить искать специальные магические сферы, после нахождения которых Винс тогда станет чародеем. А долго ли нам эти... Изучение искусства магии, путешествие чудесное и опасное. Вы готовы стать чародеем? Всегда готовы. Да, готовы. Давай быстрее уже мы будем чародеем. А может, без сфер как-то обойдется? Чтобы наделить вас магией, вам понадобится 7 волшебных сфер. Даю вам дар видения, он поможет найти и собрать сферы. Возвращайтесь, когда их найдете. А посмотри, кого-то наша подружка, Дагмия. А, это вот которая на метле прилетела. Да, с которой Винс уже успел познакомиться, она быстро ретировалась куда-то. Но Винсу надо все-таки еще отойти по одному важному делу перед тем, как искать сферы. А может быть и там найдет сферу. Итак, Винс находит первую свою сферу. Так, ну вот и последнюю сферу сейчас Винс соберет. А вон там еще полно всяких сфер. Тут вообще сколько пожелаешь, столько и получишь сфер.
Очень удобно, смотри, они просто появляются сами по себе. Не так уж и сложно. И теперь осталось только отдать все эти сферы мудрецу магии и получить благословение. Ой, быстрее бы уже получить благословение, чтобы пойти к Арчибальду, чтобы он нас размотал просто в этом поединке. Хотя он не выглядит злобным. Он выглядит чудаковато, конечно. Он выглядит безумно. Да, вот, но злым он не выглядит. Но по какой-то причине разговаривать с простыми смертными он не намерен. Он может разговаривать только с чародеем. Какой высокомерный. Ну вот, получите, распишитесь. И что-то происходит. И вот так вот Винс становится чародеем. Вы можете открыть его книгу заклинаний. Но никакими заклинаниями Винс не владеет. Но хотя бы уже стал чародеем. И что, ни с какими заклинаниями мы пойдем на битву с Арчибальдом, что ли? Да. Вот так вот, да? Самонадеянно достаточно. Да, Винс очень самонадеянный. Ну ничего. Ну ладно, попробуем. Ну нет, понятно. Понятно тогда, к чему все это ведет. Просто, что Винса положат на лопатки. Ну, надеюсь, это будет быстро и не так болезненно. Мы прибыли к дому Арчибальда Берроуза. Главное, чтобы он оказался дома. Выходи, Арчибальд. Потому что мы его видели по пути в волшебный мир. Там он что-то делал непонятное. Мы будем требовать его. Ну, если что, Винс тогда просто подождет. Он спать еще хочет. Да если что, мы тогда приляжем спать просто. Так, это дом Арчибальда. Но нам сказали заходить. Как тут интересно. Разные баночки стоят с какими-то отварами, мазями или еще чем-то мистическим. Вдруг тут ингредиенты для зелий, например, какая-нибудь слюна дракона или кровь оборотня. Арчибальду не нужно ни электричество, ни газовое освещение. У него свой магический свет. И дома его нет. Ну что ж, мы будем ждать. Так что Винс пока потихоньку поест, сделает свои дела и тихо-тихо ляжет спать. В принципе, Винс выспался, и сейчас он поест, и вообще у него будет отличное настроение. Можно, пока Арчибальд не вернулся домой, можно позаниматься, попрактиковаться в магии. По-моему, задний двор у Арчибальда как нельзя лучше подходит. Арчибальд идет. Где он? Вот он. Винс, быстрее убирай тарелку. А что, он разозлится на нас? Я не знаю, что он сейчас скажет. Ну что, нам надо знакомиться с Арчибальдом. Винс, поскольку у нас очень интеллигентный, ему доступно только вежливое приветствие. Ну, Арчибальд Итак. не в шоке. Да, пока никаких претензий не высказал. Он несколько безумен. Ну, кстати, Винс тоже несколько безумен. У него Два есть сапога пара. черта тоже такая параноика, черта характера. Так что нормально, я думаю, они сработаются. Ну что ж, не будем тянуть время, давай сразу его пригласим на волшебную дуэль. Дуэль за знания, дуэль за артефакты, либо дружеская дуэль. Или Можно совсем ожесточенная. Давай дружеская. Ну, зачем ожесточенная-то? Чтобы нам совсем кости все переломали. Лучше попроще. И он соглашается провести с Винсом поединок. Слушай, прям ночью будем проводить этот поединок. В 12 часов ночи. Смотри, Арчибальд вот согласился в таком состоянии. Я думаю, Винсу все-таки не сдобровать в этом поединке. Но учитывая, что Арчибальд хочет в уборную, то, может быть, у нас есть небольшой шанс на победу. Нет, у Винса нету шанса на победу. Ну, как и ожидалось, Винс проиграл в этой дуэли. Но, тем не менее... Это была дружеская дуэль, а поэтому главное здесь не победа, а дружба. Тем не менее, мы выполнили это задание. Мы все-таки вызвали чародея на поединок. Будучи сами став чародеем. Да, ну что ж, и тогда теперь пришло время выяснить. Может быть, Арчибальд что-то знает по поводу леди Агнессы. Давай с ним поговорим. Только нужно вернуться в дом. Вот, например, сесть здесь, в комнате. Винс и Арчибальд расположились в зале у камина. Арчибальд выразил крайнее удовольствие от того, что периодически появляются такие амбициозные молодые чародеи, которые не боятся вызвать на поединок магистров магических искусств. Винс ответил, что он, в общем-то, никогда не замечал в себе магических сил, а чародеем стал вынужденно. Он не стал ходить вокруг да около и сразу же признался, что попал в это давнее время по какой-то случайности. Винс решил довериться колдуну и рассказал ему всю историю от начала до конца.
О том, что в будущем он уже приобрел большой заброшенный дом, в котором столкнулся со злобным духом леди Агнессы. Хотя, быть может, она и не дух вовсе, но совершенно точно нечто потустороннее. Арчибальд догадывался, что леди Агнесса не так проста, как кажется на первый взгляд. Он слышал об ее увлечении спиритизмом, о котором в высшем обществе ходит столько толков. Сейчас все знатные дамы помешаны на спиритических сеансах, которые по ошибке принимают за развлечение. И он выразил озабоченность тем, что несведущие люди сами не знают, куда вмешиваются. Также Арчибальд рассказал довольно любопытную историю. Он прибыл в Глиммербрук, чтобы отыскать врата в потусторонний мир и закрыть их навсегда. По его расчетам, врата должны находиться на месте развалин древнего черного святилища. Но каково же было его изумление, когда он узнал, что на костях святилища уже возвели огромный особняк. Наведя справки, Арчибальд узнал, что владелицей особняка является некая леди Агнесса. Появилась она в Глиммербруке внезапно и сразу же вышла замуж за мистера Блэквуда, который занимался распилом и продажей леса. Теперь Арчибальд понимает, что свою жертву Агнесса выбрала не случайно. По слухам, местные леса обладают удивительной магической силой, ведь Глиммербрук всегда находился на стыке двух миров. Так вот, именно из деревьев этих лесов был построен особняк. Местные жители поведали, что супруг леди Агнессы, мистер Блэквуд, пропал при невыясненных обстоятельствах, а горюющая вдовушка спустя какое-то время стала выходить в свет одна. На одном из приемов она познакомилась и завязала дружбу с леди Темперанцией на фоне общего увлечения спиритизмом. Светские дамы оправдывают это увлечение тем, что после пропажи мужа, чье тело так и не нашли, леди Агнесса настолько страдает, что готова даже заглянуть за завесу в мир мертвых, чтобы узнать, мертв ли ее муж на самом деле. Однако Арчибальда не проведешь. Он решил за ней наблюдать, так как ощущал, что она явно скрывает некие жуткие тайны. Винс знал, чем обернется связь леди Агнессы и Темперанцией, и поделился этим с Арчибальдом. И тот предложил следующее. Арчибальд, как магистр магических искусств, разумеется, поможет Винсу вернуться в свою эпоху. Но и тот должен оказать ему помощь. Винсу следует проникнуть в дом леди Агнессы и выяснить, что она замышляет, а после возвратиться обратно к Арчибальду, и тогда они вместе подумают, что делать дальше. Ну что, будем пытаться проникнуть внутрь. В свой же дом. Ну, как сказать, собственно говоря, чисто технически этот дом же в будущем наш, поэтому как бы этот дом почти уже наш. А раз мы находимся в прошлом, то вот владелец в прошлом, а значит владелец в настоящем. То есть это прошлое настоящее, и мы, собственно говоря, просто идем в свой дом. Как все сложно, да? И запутано. Винс все-таки проник в этот дом, получает сюда доступ. Ну и вот это что, нормально вообще? Ужас какой. Это вот в комнате, точнее даже не то, что в комнате леди Агнессы, это вот в доме леди Агнессы находится. И насколько я помню, именно вот это место и станет последним местом пребывания на земле Темперанции. Да, смотри, здесь зал для приемов. Слушай, какой дом чистенький, кстати говоря. Ну что, нам нужно что-то здесь искать. Например, начнем мы тогда с книжной полки. Ну, конечно, здесь на книжной полке. Есть записи леди Агнессы. И Винсу надо их быстренько прочесть, пока у нас не вышло время. Записи леди Агнессы. С момента своей смерти я поняла многое, что касается расплаты за свои поступки. Я была слишком самонадеянна, вероятно, но мой опрометчивый шаг все-таки принес свои плоды. До глубины души я верила, что сумею вернуть дочь к жизни. Вера моя была настолько сильна и непоколебима, что сам темный владыка отметил меня и выполнил мою просьбу. Однако я всегда считала, что продать душу дьяволу означает навсегда обречь ее на страдания в чистилище после смерти, но даже это меня не остановило. Кто бы мог подумать, что чистилище наступит для меня прямо здесь, в этом мире. Заключенная словно в гроб в собственное тело, я каждый раз ужасалась, замечая изменения, происходящие со мной. С каждым годом я превращалась в чудовище и сама себя ненавидела. Чтобы поддерживать человеческий облик, чтобы продлевать свою чудовищную жизнь, мне требовалось все больше и больше жертв. И в то время, пока я влачила жалкое существование в развалинах святилища, мы с Лидией поменялись местами. Именно она заманивала жертв в мои покои, а я утоляла голод. То же самое я делала для нее, как только она восстала из могилы, не так ли? Это была моя расплата за то, что я совершила. Мне предстояло мучиться целую вечность, нападая на беззащитных глиммербрукцев и даруя их души темному владыке.
О развалинах, в которых я обитала, уже поползли слухи по всему Глиммербруку. «Это место проклято», — говорили они. «Проклято, как же». Мне нужно было выбираться отсюда, пока горожане не набрались храбрости и не ворвались в руины. Что бы они тогда сделали? Я не могла допустить даже мысли, что меня разлучат с Лидией, моей дочерью, которая тоже по моей вине превратилась в чудовище. Именно тогда судьба мне благоволила и направила на мой тернистый путь мистера Блэквуда. Заполучить его внимание не составило труда, и вот он, ослепленный моими чарами, уже строил для меня дом на том месте, где находились врата в мир темного господина. Как же он был беспечен и доверчив. Это его и погубило. Владыка принял душу мистера Блэквуда с удовольствием. Я видела, как она, его душа, выходила из тела, и она была черна. О да, она была чернее ночи. Не раз мой благоверный и сам прибегал к помощи господина, пока воротил свои дела с продажей священных деревьев Глиммербрука. Как и мне, ему тоже следовало поплатиться за свои поступки. Высшее общество, в которое я вошла, став леди Блэквуд, оказалось таким же черным и полным греха. Забирать их жизнь уже не составляло труда. Они сами готовы были продать свои души ради благ, которыми одаривал их нечистый. Ну, в принципе, эти записи тоже не лишены смысла. Ох уж это высшее общество, Да. погрязшее в грехах. Вот леди Блэквуд, леди Агнеса попала в это высшее общество и поняла, что они так же черны. Ну, конечно, они не такие чудовища и монстры, как она сама, но тем не мне менее. кажется, дай им возможность, они бы могли бы стать и такими же, как леди Агнеса. Но теперь мы все больше и больше узнаем историю леди Агнесы, и теперь знаем, каким образом она стала леди Блэквуд и каким образом приобрела и получила этот дом в свое распоряжение. Знаешь, теперь у меня только все больше вопросов о том, как же можно будет справиться с леди Агнесой, если вообще это реально. Насколько она, какой же она могущественной силой в итоге-то обладает, получается. Ну да, я думаю, что она действительно сильна. Ну что ж, Арчибальд сказал, что Винсу здесь нужно будет искать какие-нибудь зацепки о том, что леди Агнеса собирается делать. И вообще бы нам надо поторопиться, потому что времени у нас не так много. Да, нужно найти сведения о ее планах. Ну, куда? О, Винс уже сразу зашел в комнату леди Агнесы. Вот какие-то тетради, вот какой-то комод. В сундуке находится еще одна книга. Пансион воспитанниц леди Агнесы. Так, это мы уже приближаемся к новейшей истории. И эту книгу Винс решил прочесть в кабинете. Пансион воспитанниц леди Агнесы. Продлевать свою жизнь за счет жизни других становится все труднее. Их души слишком опорочены, их жизни коротки, и виной всему пагубные пороки. Похоть, подверженность влиянию, потребность быть лучшими, пристрастие к горячительным напиткам. Но я познала истину и пришла к выводу, что души невинных намного полезнее. Их предстоящие годы еще не омрачены пороками, а мысли не так черны. Я решила открыть в своем доме приют для сирот. Пансион, где я обучала бы будущих гувернанток. С помощью их жизни я смогу продлить свою, а их невинные души отправить в чистилище. Господин будет доволен. Пансион леди Агнесы звучит привлекательно. Уже предвкушаю запах их гладкой розовой кожи и сладостный вкус крови, струящейся по венам. Какая она кровожадная. И коварная. Ну вот, теперь мы знаем, какие планы у леди Агнесы открыть свой пансион. Знаешь, В а этом ведь доме. я-то думал, что леди Агнеса О, вот просто книжка вот... еще лежит. Просто О, смотри, вот как что-то открытие делала. врат. Давай, у нас совсем немножко времени осталось. Быстрее, Винс, бежим в библиотеку, в смысле, что ты делала? Ну, я имел в виду, что она просто, знаешь, завела пансион, чтобы издеваться над детьми. Или там что-то вот в таком духе. А Нет, тут целая не история. просто так. Здесь, да, действительно целая история, почему этот пансион все-таки появился у леди Агнесы. Ну что ж. Ах, Темперанция, еще одна заблудшая овечка. Как же стремительно ты назвала меня своей подругой. Эти снобы из высшего света, прожигающие свою жизнь, думают, что им подвластно все. Мне не составило труда завлечь их спиритизмом. Вместе мы открываем врата, заглядываем в загробный мир, и им это нравится. Но владыка требует новых жертв. Сегодня мы с Темперанцией вновь проведем спиритический сеанс, и тогда я отдам ее жизнь темному духу. Вот это те самые планы, о которых и говорил Арчибальд. И Теперь которые мы знаем. видели ранее. Ну, Да. Ну, конечно, которые Винс были. и так знает, что должно здесь произойти. Но надо рассказать об этом Арчибальду. Возможно, Винс сможет как-то это предотвратить. А вдруг он действительно предотвратит? И что тогда будет? И Агнеса, точнее, Темперанция, вдруг останется жива. Ну, и, кстати, я не думаю, что это повлияет на жизнь. Так, нам надо убегать срочно. Быстрее. Способны ли мы вообще изменить историю?
Ну, историю, может быть, мы способны, кстати, изменить. И, кстати, я сомневаюсь, что Винс, эта история быстрее! повлияет на саму жизнь Винса. Он никак не связан с этой историей, за исключением того, что он въехал в дом уже во взрослом, зрелом возрасте. То есть это никак не должно повлиять на его рождение или еще что-то в таком духе. Время вышло, Винс, убегай быстрее, убегаем. Но очень-очень жаль, что мы не заглянули на чердак. Так хотелось хотя бы одним, крысу тут бегают, одним глазком взглянуть. Но здесь то самое место, где она и проводила свои страшные обряды. Винс! Он возвращается! Зачем? Она здесь! Слушай, ты видел? Она стояла там. А зачем он пошел Винс! обратно в дом? Пошел на крысу посмотреть. Ему все крысы покоя не дают. Теперь как-то аккуратно, может быть, через задний двор надо выйти. Пока она не зашла домой и не увидела его. Слушай, а как она стоит на улице? Ну, хотя пасмурная погода. Вот она. Какая страшная. Приблизь-ка еще поближе. Она Побежала она прям бежит в дом. сюда. Винс, Ну вот что ты делаешь? Тебе же сказали выйти на улицу. Слушай, нет, не попался, да? ну, если он сейчас... Бегом, бегом, Винс, убегай. Подожди. Нет, она его пока не увидела. А она сейчас отсюда выйдет. Надо, чтобы она... А вон она стоит на входе. Так, аккуратно прячемся. За стенами она идет сюда. Винс, срочно, срочно бежим. Давай, давай. Какая неугомонная. Почему она домой не заходит? Подожди, давай посмотрим, где она сейчас. Темперанция? Это темперанция тоже сюда пришла. И темперанция Подожди, теперь бежит подожди. к Винсу. Что они хотят? Как нам выйти отсюда, из этого кошмара? Подожди, а где леди Агнеса сама? Она зашла в дом? Она, наверное, в дом зашла, да, я ее не вижу. Так, давай тогда бежать сюда. А давай он просто мимо темперанции пробежит. Тем более это не дом темперанции, а что она скажет? Она же не будет никаких претензий предъявлять. Леди Агнеса уже в дом зашла. Ну ладно, хорошо, давай попробуем. Ну, просто проходил мимо. Такой. Смотри, она даже вроде не заинтересована. Она идет в гости к леди Агнессе. Прощай, темперанция. Вон она ходит, Агнеса. Слушай, вот Это вообще... Мне понравилось, как вы убегали от леди Агнесы. А знаешь, что меня вообще... Я не понимаю просто, почему Винс все время бежит на этих крыс. Вот что ему... Они это- ему просто покоя не дают. Вот. Может быть, встретил старую подругу. Может быть, крысы, как и леди Агнеса, тоже какие-нибудь чудовища, и с ее домом я просто не переместились понимаю, потому во что время мы просто вышли, уже выбежали из дома, у нас заканчивалось время. Нет, он пошел обратно в дом смотреть на крысу. И леди Агнеса там уже на входе просто нас караулит. Ну, нормально вообще? Ой, это было, кстати, страшно. И весело. Ладно, возвращаемся обратно к Арчибальду. Нужно ему рассказать о планах леди Агнесы. Винс поделился с Арчибальдом планами леди Агнесы. Она задумала сегодня через спиритический сеанс принести в жертву своему господину души знатных особ, которые попали под ее влияние, среди них леди Темперанция. Винс знал, что это произойдет на самом деле, и никто не сможет помешать судьбе свершиться. Из рассказов призрака Гидри, влюбленного в Темперанцию, он знал, что ей суждено умереть в этом доме и стать очередной жертвой леди Агнесы. Арчибальд сказал, что прошлое уже не изменить. Однако Винс может этим воспользоваться. Как только леди Агнеса откроет темные врата во время спиритического сеанса, Винс сможет вернуться назад, в свое время. Это сложно для понимания, однако любой чародей знает, что все миры, все эпохи тесно взаимосвязаны друг с другом. Врата в потусторонний мир откроются именно в этом времени, где сам Винс в действительности не живет и является лишь проекцией себя. Поэтому для Винса они станут коридором, через который можно вернуться назад. Так что Винсу нужно снова пойти в дом леди Агнесы и принять участие вместе с ней и Темперанцией в спиритическом сеансе.
Если план Арчибальда не сработает, то они вместе придумают, как быть дальше. Теперь Винсу предстояло встретиться с леди Агнессой лицом к лицу. Итак, теперь Винсу снова нужно отправиться в дом леди Агнессы, но уже не проникать в него, А пожаловать как добрый гость? а пожаловать как гость. И тоже рассказать ей о своем увлечении спиритизмом, каким-то образом заманить ее на этот спиритический сеанс. Леди Агнессу заманить на спиритический сеанс? Ничего проще быть не может. Мне кажется, леди Агнесса будет рада только получить такое предложение. А Винс будет рад заглянуть в дом, потому что там его любимая крыса. Да. И он, конечно же, не сможет упустить возможность вновь ее навестить и посмотреть на нее. Но перед этим Винсу нужно поесть. Он очень хочет есть, он голоден. Так, ну теперь Винсу предстоит даже поговорить с леди Агнессой, познакомиться с ней. А вот интересно, леди Агнесса понимает, что это Винс, который Винс в будущем? Сейчас, наверное, да. Нет, сейчас, наверное, она Но не потом понимает. она понимает. А вот потом, интересно, в будущем она поняла, что это тот самый Винс, который уже в свое время вместе с ней проводил спиритический сеанс. Я думаю, да. В ее прошлом он уже появился, он с ней познакомился, они вместе даже проводили спиритический сеанс. Конечно, сейчас они его еще пока не провели, но должны вот в ближайшее время провести. Либо она его воспринимала просто как одну из жертв, которую нужно принести темному владыке, как в тот момент, когда она откроет врата. То есть, по сути, он же, получается, когда переехал в этот особняк, по сути, он уже побывал в прошлом, а это прошлое уже было, значит, он и в этом особняке уже был. Да, Представляешь, как и- все запутано? И это не просто так, значит, он приобрел этот дом М, и этот особняк. Получается, что? Получается... О, вообще все запутано получается, но может быть именно его возвращение в этот особняк уже в будущем, ну или в настоящем, в котором вот он, может быть, это пробудило отчасти леди Агнессу. Понятно, что она не дремала, но как-то ее, мне кажется, растормошило, что она аж начала как-то так это... Проявлять активность. Да. Да, может быть и так. Ну что ж, теперь мы не проникаем в дом леди Агнессы, А сами идем в ее Идем. холодные руки. в ее лапы, идем в ее логово. Ну и сейчас Винс еще и с темперанцией... Она вот уже познакомится с темперанцией. Ну, конечно, Ой, первым леди. делом Винс поприветствует крысу. Леди Агнесса тоже в восторге от крысы. Знакомимся с леди Агнессой. Не очень она как-то добра. Слушай, вот это да, вот представляешь, как интересно. Слушай, они встретились. Ты представляешь? И она еще человек тут, ну, Ну, почти. нет, она не ну, человек как бы, уже. Ну, я имею в виду еще, смотри, еще есть что-то человеческое в ней, лицо там и... Так она запросто, у нее тоже есть какая-то табличка тут. Она запросто же может превратиться в что-то ужасное прямо сейчас. Можно похвалить ее дом. Такой хороший дом у тебя, леди Агнесса, слушай. Обязательно его потом приобрету. Да. Скоро этот дом будет моим. Ха-ха-ха-ха. Ой, как Можно поднять страшно. настроение леди Агнессе. Да, и сделать ей искренний комплимент. Вы такая милая женщина, такая гостеприимная, хорошая хозяйка. И такая радушная, и так по-доброму относитесь к людям. И у нее тоже есть какой-то кубик. Слушай, они с этими кубиками все помешались. Может быть, это какое-то новое веяние моды в 19 веке? Ну- Какие-то странные вот эти вот магические кубы. Может быть. Слушай, а ты помнишь, когда мы рассказывали историю темперанции, ну и когда Винс узнавал всю эту историю, познакомился сейчас с ней тоже, с темперанцией, вежливое знакомство. В то время, когда душу темперанции леди Агнесса отдала темному владыке, она проводила спиритический сеанс с еще одной знатной особой. И я так понимаю, именно сейчас Винс займет ее место. Это какая-то игра со временем получается. Может быть, это мы на тот момент не могли воспринять прошлое. Мы же странно было бы, если бы мы увидели в прошлом самого себя, хотя сейчас мы в прошлом вообще находимся. Может быть, тогда место Винса заняла, ну, просто вот такая вот рандомная светская особа. Рандомная. Просто случайным порядком Да, была прошлое определена. случайным порядком ее предоставило в эту историю. А на самом деле там был Винс. Все запутано, все очень запутано. Мы не знаем, что же с этим делать.
Мы не знаем, что это такое. В принципе, Винс обладает некоторыми навыками ясновидения, мы их развивали. Он тоже занимается спиритизмом. Может быть, мы с вами сейчас, девочки, проведем спиритический сеанс? Какие планы, девочки? Может быть, повызываем духов? Да, и пообщаемся с мертвыми, как вы думаете? А может быть, мы откроем врата? Очень бы хотелось посмотреть, что там. Ну что, вот мы устроились за столом спиритическим. Занимаем свои места. И Благородные дамы. Самое время устроить общение с покойными. А что мы будем, общаться с покойными или призывать мертвых? Мне нравится больше вариант общения с покойными. Это же все-таки более такой спиритический сеанс. Это- А призывать мертвых это уже что-то совсем Да, страшненькое. призовите мертвых на участок. Ну давай общаться с покойными. Итак, мы начали спиритический сеанс. Вон там, смотри, в этом шарике уже какие-то лица появляются. Да, здесь появляются какие-то лица умерших персонажей. Вот, прям лицо, смотри. И леди Агнеса тут такая страшная сидит. И И леди сверкает Темперанция. своими глазами. Слушай, ну Винс прям действительно вершит историю. Он сейчас находится в том самом месте, где это все произошло. Слушай, сейчас свет доиграется, и вообще, что произойдет? Темперанция не догадывалась, что ее пагубное увлечение спиритизмом сыграет с ней злую шутку. Леди Агнесса оказалась чудовищем, которое намеревалось принести ее в жертву. Она открыла врата в мир темных сил, который с жадностью поглотил душу Темперанции. Однако для Винса это стало порталом, и он нырнул в темноту. Винс внезапно очнулся в своей постели, в своем времени. Обряд экзорцизма, который проводили мудрецы магии, похоже, сыграл в обратном направлении. Зная всю историю леди Агнессы, Винс теперь еще больше ощущал с нею связь. Ему нужно было обдумать все, что он увидел, пока был без сознания. У Винса было мало друзей. Только Анджела, которая, находясь в этом доме, получила страшное проклятие, поэтому с ней надо быть осторожнее. А еще Катрина. По его просьбе Катрина сразу пришла в дом. Винс рассказал ей о том, что с ним произошло во время обряда экзорцизма. А Катрина внимательно его выслушала. Ее заинтересованность вдруг насторожила Винса. А еще с ней было что-то не так. В приглушенном свете Винс не сразу заметил на ее лице и одежде следы крови. А еще он увидел... Внезапно Винсу открылась истина. Катрина не просто так появилась в этом доме. Он помнил, как познакомился с ней на улице рядом со своим особняком. Помнил, как внезапно она попросилась пожить у него вместе со своими друзьями. И с ними в доме случились жуткие вещи. Друг Анджелы, которого привела Катрина, погиб от рук леди Агнессы, а сама Анджела превратилась в создание ночи, чтобы служить своей хозяйке. Катрина же каким-то чудом вышла сухой из воды, и неспроста. Глазами Агнессы он видел все, что происходило много веков назад. И вдруг понял, что Катрина, точнее девушка, назвавшаяся таким именем, на самом деле была Лидией, дочерью леди Агнессы. Именно она приводила Агнессе жертв, а та питалась их жизнями. Именно она когда-то давным-давно умерла, а потом была возвращена к жизни темными силами. Что? Что же теперь делать Винсу?